Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых заказов из плагина для платформы WordPress WooCommerce в сервис email рассылок Unisender. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые заказы из WooCommerce в другие системы. Например, в Unisender вы сможете добавлять новые контакты, настраивать по ним email рассылки и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных WooCommerce. На этом этапе вам необходимо выбрать действие «Принять данные». Далее необходимо создать виртуальный аккаунт WooCommerce в сервисе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его. После этого кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые заказы из WooCommerce. Для того, чтобы продолжить настройку, необходимо скопировать URL и перейти в настройки вашего сайта. Далее переходим в настройки WooCommerce. Теперь нам необходима вкладка «Дополнительно». Далее переходим в перехватчики. На этом этапе вам необходимо добавить новый перехватчик. В поле «Имя» вы можете прописать произвольное имя, например, по названию системы, в которую планируете передавать данные. Статус меняем на «Активно». Далее необходимо выбрать действие, при котором будет происходить отправка данных на веб-хук. В данном случае я хочу получать данные по новым заказам. В поле URL доставки необходимо вставить скопированный URL в системе Apex Drive. В поле версию API выбираем версию 3. После этого кликаем «Сохранить перехватчик». В поле «Секрет» будет сгенерирован определенный код. Его нужно оставить без изменений. После того, как вы произвели эти настройки, необходимо сгенерировать новый заказ, для того, чтобы этот заказ отобразился в системе Apex Drive. Для этого перейдите на ваш сайт и создайте новый заказ. После того, как вы оформили новый заказ, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные по заказу, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных WooCommerce успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Unisender. Далее необходимо выбрать действие «Добавить email». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Unisender к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет Unisender. Далее необходимо перейти к настройкам аккаунта. Теперь переходим на вкладку «Интеграция и API». На этой вкладке нам необходимо скопировать ключ доступа к API. Для этого кликаем «Показать его полностью». В этом окне вам необходимо указать пароль личного кабинета Unisender.
Когда ключ доступа к API полностью отобразился, копируем его и вставляем в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать список, в котором вы хотите создавать новые контакты при каждом новом заказе из WooCommerce. Далее вы видите поля Unisender для создания нового контакта. В эти поля вы можете назначить переменные из WooCommerce. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Unisender при каждом новом заказе из WooCommerce. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Unisender». После успешной отправки переходим в Unisender и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных Unisender успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!